Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам коллекцию фильмов известного британского и американского кинорежиссера Альфреда Хичкока. Это достаточно известное имя в киноискусстве. Он оставил большое наследие после себя. И сегодня я хочу показать, какие его фильмы есть у меня в коллекции. На русском языке на Blu-ray выходило 14 фильмов. Они выходили как в отдельных изданиях, так и в двух сборниках. Я приобретал эти фильмы в отдельных изданиях. И сегодня хочу показать вам все эти 14 фильмов. Будем идти в хронологическом порядке. Итак, первый фильм — это фильм 1942 года «Диверсант». Данный фильм был снят во время Второй мировой войны. И это первый фильм, самый старый фильм в моей коллекции данного режиссера. Следующая картина также вышла во время Второй мировой войны. Это «Тень сомнения» 1943 года. Затем в 1948 году Хичкок выпустил фильм «Веревка». Это достаточно известная картина, которая интересна тем, что в ней есть иллюзия одного кадра, что как будто фильм снят одним кадром, хотя, конечно, это делалось ухищрениями склейки фильма. «Веревка». Фильм 1948 года. Далее переходим в 50-е. Это один из самых известных фильмов Хичкока «Окно во двор». Данный фильм вышел в 1954 году. В этом же году, в 1954 году, вышел еще один фильм Хичкока. Черная комедия «Неприятности с Гарри». Мне этот фильм понравился. Смотрел его несколько раз. Далее. Спустя год, в 1955 году, Хичкок снял ремейк своего фильма «Человек, который слишком много знал». То есть у него два фильма с таким названием, и данный фильм — это ремейк первого фильма. В 1958 году он снял еще одну картину известную. Это «Головокружение». Следом в 60-м году вышла картина, пожалуй, самая известная среди тех, кто смотрит кино. Это «Психо». Культовая картина Хичкока. Второй сборник
фильмов Хичкока как раз выпускался в виде домика из данного фильма. В 1963 году вышла еще одна известная картина Хичкока, это фильм «Птицы». В 1964 году вышла картина с Шоном Коннери от Альфреда Хичкока «Марни». В 1966 году Хичкок выпустил фильм «Разорванный занавес». Далее 69 год. Хичкок снял фильм «Топаз». Далее пошли 70-е, и в 72 году Хичкок срежиссировал картину «Безумие». И, наконец, в 1976 году вышел последний фильм Альфреда Хичкока. Это фильм «Семейный заговор». Это далеко не все фильмы Альфреда Хичкока, которые он снял, но это все фильмы, которые выходили с русским языком на Blu-ray. Кроме того, у меня есть художественный фильм про самого Хичкока, где главную роль самого Хичкока исполнил Энтони Хопкинс. Также в этом фильме снялись Скарлетт Йоханссон и Хелен Миррен. Такая вот коллекция фильмов Альфреда Хичкока у меня есть. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. И пока!